Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И в жизни каждого мужчины рано или поздно наступает такой момент, когда у него появляется казан. И прежде чем вы начнете готовить в нем вкуснейший плов, тушить мясо или запекать курицу, очень важно правильно ввести казан в эксплуатацию, правильно его обжечь. Дело в том, что, как и любое чугунное изделие, казан после отливки и механической обработки промазывается машинным маслом. Поверьте, есть его не стоит, надо его выпалить. А для работы с казаном нам понадобится какая-то подставка. Она может быть либо стационарная для домашнего использования, либо складная для походных условий. В моем случае это 2 в 1. Складной чемодан-мангал для приготовления шашлыков и подставка для казана. Я ее изготовил, но еще не опробовал. Пожалуй, самым интересным был сам процесс вырезания опорного кольца, на которое будет устанавливаться казан. Естественно, из старого газового баллона. Подставка получилась достаточно устойчивой и стабильной, насколько, конечно, этого можно ожидать от складной походной конструкции. Думаю, если использовать ее на мягком грунте, то можно ноги до половины вбить в землю, и она будет еще устойчивее. Но вернемся к обжигу казана. Нам сейчас необходимо развести под ним огонь. Хорошее жаркое пламя, которого хватит, чтобы прокалить его до температуры выгорания масла. Ждем и наблюдаем. По мере прогрева он начнет белеть в центре. Это будет след выгорающего масла. Необходимо, чтобы весь казан поменял свой цвет. Судя по всему, мы с вами столкнулись с нетипичной ситуацией. Первый мой казан был не шлифованный. Вся его поверхность была покрыта порами литья чугуна. И очень ярко выражено было вот это изменение цвета. Сейчас же казан у нас шлифованный, видите, вот эти приски от механической обработки. И изменение цвета на нем практически незаметно. Он начал уже темнеть в центре, но не светлеть. И я думаю провести такой эксперимент. Возьмем салфетку и посмотрим, какая у нас температура прогрева. Видите, она темнеет. Начинает подгорать. То есть наш казан уже прокалился, я думаю, достаточно для выгорания всяческого масла. Вот очень наглядно видно, что салфетка задымилась и практически загорелась. Я думаю, однозначно можно казан с огня снимать, чтобы мы его не перегрели.
отставил в сторону. И сейчас необходимо дождаться остывания казана. Если не до температуры окружающей среды, то хотя бы градусов до 70, чтобы он не шипел, когда вы к нему прикасаетесь. Дело в том, что следующим этапом у нас будет отмывка с помощью воды. И если мы в горячий казан нальем холодную воду, он может треснуть. Ну вот, уже не шипит. Казан остыл. Наливаем в него воду и с помощью губки тщательно все вымываем. Можно воспользоваться моющим средством, но я думаю, лучше не надо. Достаточно обычной воды. Я трижды менял воду. В конце она уже была чистой, прозрачной. И сейчас всю лишнюю воду убираем. Надолго ее в казане оставлять нельзя, иначе образуется ржавчина. Устанавливаем его обратно на мангал и возрождаем огонь. Видите, вот этот желтоватый налет? Это и есть ржавчина. Она очень быстро на чугуне схватывается, фактически мгновенно. Огонь горит, казан греется, и нам сейчас не надо ждать, когда он раскалится. Как только высохла вода, сразу наливаем в него растительное масло. Можно использовать подсолнечное, но льняное лучше защищает казан в процессе дальнейшей готовки. Всего 250 мл емкость, из них я использовал около 200. Немного оставлю, нам оно еще пригодится для хранения казана. Ну и сейчас, по мере прогрева, необходимо помешивать это масло и поливать все поверхности. Все должно быть хорошо смочено маслом. Вот сейчас очень хорошо видно, как стенки казана задымили белым дымом. Это и есть тот самый момент обжига. Сейчас масло проникает во все поры чугуна, там полимеризуется и образует на поверхности тонкий антипригарный слой. В таком режиме минут 5 и можем масло выливать. Оно уже пережженное и готовить на нем нежелательно. Избавляемся от остатков льняного масла. Возвращаем казан на подставку и наливаем в него теперь уже грамм 200 масла подсолнечного. Это финальная стадия обжига. Она заключается в том, чтобы придать нашему казану запах. Кто-то в это верит, кто-то нет. Но будем следовать традициям. Необходимо что-то сейчас приготовить. Этим чем-то в нашем случае будут 2 луковицы. Порежем их крупными кусками. И колбаски для барбекю, что называется, пальцем пиханые. В разогретое масло отправляем лук. Его приготовим первым. И точно так же, как до этого с льняным маслом,
Так и с луком поступаем. Промазываем им все стенки казана. Сверху донизу. Поверьте, это уже очень вкусно пахнет. Ставший золотистым лучок откладываем на тарелку. А на его место в напитавшееся луковым вкусом масло отправляем колбаски. Огонь довольно жаркий, поэтому помешиваем постоянно, не останавливаясь, чтобы они нигде не прилипли. Готовые колбаски снимаем следом за луком. Единственное, что стоит дать время, чтобы с них стекло масло. Тогда они будут не такие жирные. Казан снимаем с подставки. Он сейчас должен не спеша постепенно остывать. Дрова в мангале догорать. Ну а мы можем снять пробу с того, что у нас получилось. Очень вкусно готовит казан. Нам остается лишь финализировать процесс. Угли я ссыпал, мангал практически остыл, масло использованное вылил. Канистру, конечно, увезем домой и выбросим. Остатки собираем салфеткой. И если оставляем казан ненадолго, если планируем в этом сезоне еще что-то готовить, то этого будет достаточно. А если прячете его на зимнее хранение, то стоит максимально тщательно все это масло собрать. Можно даже помыть его с горячей водой, но без использования моющих средств. И вот затем смазать тонким слоем именно льняного масла. Оно не горчит, не пропадает, не становится таким липким и гадким, как подсолнечное. В багажник укладываем наш мангал. Здесь же уже лежит казан в коробке. А самая, пожалуй, габаритная деталь — это кольцо. Надо будет потом сшить какой-нибудь походный чехол, чтобы все это переносилось как одно целое. Что-то похожее на чехол для запаски. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Всем спасибо, друзья, всем счастливо и всем пока.